Ужас не в солдатах с винтовками, расстреливающих подростков. Ужас – это добровольное согласие на правила и отказ от свободы ради выживания и иллюзий безопасности. Ужас в том, что это мы, зрители этой кровавой трансляции. Вы узнаете себя в зеркале мрачной антиутопии. Вы узнаете идеалиста хорошего парня, который отказывается от тех, кто его любит, ради иллюзии успеха и возмездия. Вы узнаете оптимиста бездомного, который будет бороться до последнего, но разочаруется и ожесточится. Вы узнаете психосадиста, которого искалечило общество равнодушных циников насмешками и издевательствами. А может, вы узнаете себя в персонаже майора, палача системы, вдохновляющего патриотическими речами и указывающего на врага, который не такой, как все. Да, все герои фильма — это мы с вами. Мы, равнодушные и жестокие, которые со своего молчаливого согласия или одобрительного крика готовы на все, что угодно ради удовлетворения своих инстинктов, ради комфорта, одобрения, уважения, признания или богатства. Стивен Кинг говорит о системе, в которой майор — это безэмоциональный менеджер-бюрократ, а все мы — добровольные винтики в бездушной машине, и мы сами своим участием вкручиваем себя в систему. Система — бесчеловечный механизм, который расчеловечивает. Этот механизм искажает смысл и превращая надежду в цинизм, дружбу в конкуренцию, любовь в слабость. В такой системе любой акт неповиновения всего лишь крик совести, который утонет в вакууме добровольного рабства. В такой системе единственный акт свободы воли — это смерть. И участники этой прогулки прозревают. Они осознают, что единственный выход из смертельной гонки — это отказ от участия, власть над собственной смертью. И это не поражение, это акт сопротивления. Кинокартина задает мучительные вопросы, обращенные в наш разум. Что такое настоящий ужас?